Добрый день! Сегодня мы с вами будем делать очень красивый одуванчик, для которого нам понадобится желтый листик фоамирана и зеленый листик фоамирана. Из желтого листика фоамирана вырезаем длинные полосочки шириной 2,5 сантиметра и в длину около 80 сантиметров, чтобы получилось. Я буду 3 раза в длину делать по 2,5 сантиметра. И зелененькой сделаем одну полосочку 2,5 сантиметра. Теперь полосочки будем мелко нарезать. Складываем вдвое, берем маленькие ножнички и нарезаем маленькими полосочками, оставляя небольшой запас. То же самое проделываем со всеми остальными полосочками. Теперь нам понадобится зубочистка. На нее мы будем накручивать желтую часть. Слегка нанесем горячего клея для того, чтобы закрепить основание одуванчика. И вокруг зубочистки потихонечку оборачиваем желтый фоамиран. Нам понадобилось всего 2 полосочки, поэтому третью я использовать не буду для этого одуванчика. Я ее использую для другого одуванчика. Обматываем зелененьким фоамираном. Теперь на эту часть необходимо вырезать зеленый кружочек, который мы оденем на зубочистку и закроем нижнюю часть одуванчика. Все лишнее срезаем. Пока что у нас получился закрытый одуванчик. Для того, чтобы он раскрылся, мы его будем прогревать над конфоркой, для того, чтобы с помощью тепла раскрыть одуванчик. Продолжаем его нагревать до тех пор, пока полностью потихонечку не раскроем. После нагревания у нас отклеилась палочка зубочистка, и в принципе она нам не нужна, мы бы ее все равно вынимали. Мы будем крепить одуванчик на специальную проволоку, которую тоже прикрепим к сердцевине одуванчика с помощью горячего клея. Проволоку отрезаем нужной нам длины, в зависимости от того, что вы дальше собираетесь с этим одуванчиком проделать. Если вы его будете вплетать в венок или в какой-то букет, то, конечно, ножку желательно сделать подлиннее. Если вы хотите сделать какой-то декор, как резиночка, то вообще можно ножку не вставлять, сразу прикрепить резиночку. Теперь будем декорировать ножку и вырезаем 2 листочка, которые тоже закрепим на горячий клей. Для ножки вырезаем тоненькую полосочку и покрываем ножку тонкой полоской.